Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Сегодня вашему вниманию я представляю свою третью майку, связанную в этом сезоне, и эта майка связана крючком. Как-то так получилось, не знаю, честно сказать как, но у меня не оказалось в гардеробе маек, связанных крючком. Эта маечка очень получилась нежная, тонкая, красивого сиреневого цвета. Она несложно связана. Здесь снизу дает такой ажурный узор, такая снизу кокеточка. Этот же ажурный узор на лямах маечки. И по низу веерочками оформлен низ майки. Как бы, чтобы было все в логическом завершении. Я думаю, что эта майка просто прекрасна на жаркую погоду, к морю. Просто отличная. Вес этой майки, у меня 44 размер, вес этой майки составляет 90 граммов. Да, что-то у меня в этом сезоне такой вот чудесный расход на майки. Для этой маечки я использовала пряжу от фабрики Шуйский текстиль Прато. 100% мерсеризованный хлопок в 100 граммах 667 метров. Ниточка тонкая. Я использовала крючок 1,5. Но я не скажу, что вяжется как бы долго. Нет, хорошо вывязывается эта пряжа. Мне понравилось. Цвет красивый, нежно-сиреневый, сиренево-розовый он какой-то, да, такой сиреневатый. Я люблю такой цвет. Вообще в палитре шуйского текстиля пряжа такого цвета встречается часто. У них вообще небольшая палитра. Пряжа это продается в Валберес или Озон. 100-граммовые моточки. В упаковке 3 мотка. Больше эта пряжа нигде не продается, потому что она вся экспортируется. Ушел? Не ушел у меня целый моток. То есть вот чуть-чуть осталось. 90 граммов. То есть еще 10 граммов у меня осталось. Мне очень нравится вообще вязать крючком, именно тонкими крючками. Для меня самые ходовые это 1,75, 2,25. Мне нравятся такие тонкие, а на лето это вообще то, что нужно. Тоненькое изделие, легкое, воздушное, такого нежного цвета. Сейчас я предлагаю вам посмотреть, как эта маечка смотрится на мне, а затем будет мастер-класс о том, как связать подобную майку для себя. Девяносто 6 столбиков эластичным набором. Если кто-то не знает, как выполняется эластичный набор, ссылочку я оставлю в описании к видео. Второй столбик после эластичного набора я всегда провязываю столбиками без накида и 2 ряда столбиков с одним накидом. Дальше у нас будет с вами филейная сеточка. Значит, 3 столбика с одним накидом. Поворачиваем вязание. В первую петлю столбик с одним накидом. Воздушная петля. Пропускаем одну петлю, в следующую провязываем столбик с одним накидом. Воздушная петля, одну петлю пропускаем, следующую провязываем столбик с одним накидом. И так провязываем до конца ряда. В конце ряд я закончила столбиком с одним накидом в третью петлю подъема. Дальше у нас будет с вами 4 ряда
провязано столбиками с одним накидом. 3 петли подъема, поворачиваем вязание, провязываем в столбик, столбик с накидом, подарочку, столбик с накидом, столбик, провязываем столбик, подарочку провязываем, столбик с одним накидом. И далее еще 3 ряда провязываем столбиками с одним накидом. Провязала 4 ряда столбиками с одним накидом, а теперь мы с вами сделаем небольшой узор по низу нашей маечки. 3 петли подъема, далее провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, пропускаем 2 петельки, в третью провязываем столбик с одним накидом, воздушная петля и сюда же столбик с одним накидом, воздушная петля, пропускаем 2 петельки, в третью провязываем 5 столбиков с одним накидом, 1, 2, 3, 4, 5. И повторяем: воздушная петля, пропустили 2 клеточки, в следующую провязываем галочку, столбик с одним накидом, воздушная петля и сюда же столбик с одним накидом, воздушная петля, 2 петли пропустили и провязываем 5 столбиков с одним накидом. Так целый ряд до конца ряда. Дошла до конца, здесь у меня получился столбик с одним накидом. 3 петли подъема, второй ряд узора провязываем следующим образом. Уже воздушных петель не делаем, в галочку делаю столбик с одним накидом, воздушная петля и сюда же столбик с одним накидом. Далее 5 столбиков с одним накидом, каждый предыдущий столбик веерочка, 5 столбиков, 2, 3, 4, 5. Теперь в галочку провязываем столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом и 5 столбиков с одним накидом. Продолжаем так до конца ряда. Следующие 2 ряда мы провяжем столбиками с одним накидом и повторим вот этот узор. У нас будет получаться вот таким образом. Вот после нашего узора 2 столбика с одним накидом и еще раз повторяем вот этот наш с вами узор, а затем перейдем на основной узор. После того, как мы провязываем второй раз узор, ракушечки, так их назовем, мы переходим на основной узор, который состоит из 12 столбиков с одним накидом и воздушной петли. Я не высчитывала, то есть у меня здесь в конце получилось 6 столбиков. Ну, ничего страшного в этом нет. И таким образом этим узором мы провязываем вверх. Выглядит это следующим образом. То есть мы провязываем 12 столбиков с одним накидом, далее воздушная петля, пропускаем 1 петлю и дальше опять 12 столбиков с одним накидом. И так я провязала вот от этого узора, у меня сразу же начинается, я провязала 32 ряда. Вот это у меня 32 ряд. Сейчас я его довязываю и дальше я буду выполнять закрытие на пройму. Теперь мне нужно выполнить закрытие на пройму. 1 петля подъема, поворачиваем вязание и соединительными столбиками 13 петель вперед. В 13 петле я останавливаюсь вот таким образом
я продвигаюсь вот до этого столбика. То есть вот на эту часть, я выполняю закрытие на пройму. Это у меня будет пройма. 3 петли подъема. И далее я продолжаю вязание по узору, отсчитываю от конца 13 столбиков. И эти 13 столбиков я не довязываю. Не забывайте про петлю, да, вот эту вот воздушную петлю, мы ее тоже считаем. Вот я не довязала 13 столбиков. Далее мы провязываем вверх, вяжем до момента, когда нам нужно будет делать углубление. По горловине это у нас будут лямочки. По спинке я уже вывязала, и лямочки у меня будут ажурные. Соединяться они у меня будут вот здесь сверху. На майке я хочу, чтобы у меня был округлый вырез. Я потом еще это обработаю. По горловине и по пройме будет обработка. Ну, сейчас мы вяжем с вами вверх. Здесь у нас получается 2, 4, 6, 7 рядов узором. А потом мы будем ввязывать лямы. Значит, майка у нас состоит из двух деталей. От подрезов на одной детали я провязала вверх 7 рядов, на другой детали 8 рядов. Уже в процессе примерки вы поймете, как вам нравится, где вырез будет глубже, по спинке или по передней части. Далее мы переходим с вами на лямочку. И, значит, с краю я выделила 15 столбиков. Первый ряд я провязала 15 столбиков с одним накидом. Далее мы переходим на вязание. У нас лямочки будут ажурные. Это мы будем использовать тот узор, который мы использовали с вами внизу нашей майки. Итак, провязываем 3 петли подъема. 1, 2, 3. Поворачиваем вязание. Значит, провязываем один столбик с одним накидом. И далее воздушная петля. Пропустили 2 петли. В третью провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Воздушная петля. Пропускаем 2 петли, в третью провязываем столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом, воздушная петля, 2 петли пропустили, в третью провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Воздушная петля и провязываем 2 пропустили столбика, провязываем 2 столбика с одним накидом, столбик с одним накидом, и в третью петлю подъема провязываем столбик с одним накидом. Далее 3 петли подъема, поворачиваем вязание, провязываем столбик с одним накидом. Далее у нас идет 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше я провязываю в галочку, столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. Опять 5 столбиков провязываем. Здесь уже мы никаких воздушных петель не делаем, просто провязываем над столбиком столбик с одним накидом. В конце у нас 2 столбика идут
первой и здесь в третью петлю подъема. Три петли подъема и поворачиваем вязание. Дальше у нас идет ряд столбиками с одним накидом. Весь ряд провязываем. Вот столбики с одним накидом. Дальше мы возвращаемся с вами и провязываем узором вот этим ажурным веерочками 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 раз. Последний столбик я провязала столбики без накида. Вот такая вот ажурная лямочка. Конечно, у каждого будет своя высота, это нужно примерять на себя. Далее в зеркальном отображении от конца также отсчитываем 15 столбиков. Первый ряд провязываем столбиками без накида, а дальше 6 раз повторяем наш узор. После этого я соединю лямочки, боковые швы и буду обвязывать изделие, горловину и проймы. Еще вниз тоже я сделаю обвязку, потому что здесь, чтобы тоже было красиво, сделаю внизу обвязку, но уже по кругу. Но это все мы с вами увидим позже. Горловину, пройму я обработаю айкордом, айкорд крючком. Я в своих летних изделиях уже не в первый раз использую этот метод, мне очень нравится. По пройме сразу же обработала айкордом. По горловине первый ряд провязала столбиками без накида и уже начиная со следующего ряда провязываем айкорд крючком. Вторую петлю подхватываем, завожу крючок в петельку, через первую петлю протягиваю нить и провязываю 2 петли. Вторую петлю на крючок, через петельку протягиваю нить, через первую петлю 2 петли провязываем. И получается вот такая аккуратная и красивая обработка. Обрабатываю до конца. Здесь ниточку просто прячем и убираем. И останется обвязать низ. Сразу хочу показать боковой шов. Вот так получается. И с этой стороны, то есть то, что у нас с вами были эти 6 петель, вот они у нас уходят, и в принципе это будет практически незаметно в процессе носки. И последнее, это обвяза низа нашей маечки. Я обвяжу, да, поддержу вот этими ракушечками, прикрепляю нить. Хвостик подлиннее, чтобы его потом удобно было убирать. Так, первую петлю поднимаем, пропускаю вот одну петельку и вот сюда, не в эту петлю, потому что она, видите, будет провисать. Вот сюда провязываю 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Один столбик пропускаю, в следующий столбик без накида. Накид на крючок. Здесь пропущу 2 петли, провязываю 5 столбиков. 3, 4, 5. Так, вот здесь лучше 1. То есть смотрите, как здесь удобнее, чтобы не было стянутости полотна. Накид на крючок,
То есть саму ракушечку можно через 2 петли, а вот закреплять ее лучше через 1. Тогда стягивания полотна не будет. И получается очень красиво и аккуратно. Вот такая вот обработка. Я пройду сейчас по всему вокруг, значит, изделия, и все. Останется только постирать и продемонстрировать это изделие на себе. После ВТО не меняется, не садится, не вытягивается, но так как здесь хлопок, да, то есть немножечко все равно полотно, как бы оно становится плотнее. Но так как когда майка высохла, с изнаночной стороны я ее прогладила утюгом с паром, и все вернулось на свои места. И как всегда в конце видео я хочу вам сказать: вдохновляйтесь, творите, создавайте, будьте неповторимы. Но я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.